Сегодня я хочу вам показать пинетки-туфельки для маленькой девочки. Оригинальность и нарядность пинетки придает бантик, который я сделала сама. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Пинетки выполнены из двух цветов: лимонного цвета и нежно-кремового цвета. Для вязания такой модели туфельки-пинетки мне понадобится пряжа основного цвета. Это 100% хлопок, в 50 граммах 165 метров. Еще мне понадобятся нитки лимонного цвета. Я вязала подошву вместе с вискозной нитью для того, чтобы придать глянец и немножко утолщить нитку, чтобы нитки были по толщине равнозначные. Я использовала остатки пряжи. Это была у меня штефи 100% хлопок. Для вязания пинетки мне понадобится крючок номер 2. Это основной крючок, которым я буду полностью вязать всю пинетку. Для того, чтобы спрятать хвостики и остатки ниток, я использую крючок номер 1. Также мне понадобятся ножницы, 2 маркера. Так как маркером неудобно, он мешает, я отрезала кусочек ниточки и наметила центральную часть пинетки для того, чтобы сделать бантик по центру. Я использовала маленькую пряжку, очень хорошо смотрится она. Можно сделать с пуговичками, можно сделать на клепке, металлическая клепочка или же пластмассовый. Бантик я сделала сама из ленты. Добавила несколько бусинок в середину, вот из такой ленты. Для того, чтобы пришить бант и пришить пряжечку, мне понадобится 2 иголки. Одна иголка с широким ушком, чтобы пришить вот эту часть пряжки. И другая игла, обыкновенная игла, для того, чтобы пришить бант. И еще я добавляю стельку вовнутрь. Это прессованная бумага с опилками. Немножко подклеиваю, чтобы она не ездила. В любой момент ее можно вынуть, эту стелечку, и постирать пинетки. Я начинаю с подошвы и начинаю вязать с пяточной стороны пинетки, для того, чтобы не было видно впереди швов. Начинаю вязание не с полной петли, а только с одной доли, с одной части, с внутренней части, с изнаночной части петли. Ввожу крючок, делаю петлю и в эту же полупетлю ввожу еще раз крючок и оформляю полноценную петлю. Хвостик, конец нити подбираю для того, чтобы спрятать в вязании. Мы будем полностью весь ряд вязать только полупетли. Так как мы берем не за целую петлю, а за полупетлю, поэтому позже я буду укреплять соединительными петлями кант лимонного цвета. И тогда вот эта часть, где мы начинали полупетлями, будет хорошо закреплена. Мы повстречаемся с вами где-то за 2 петли до конца. Покажу, как я вяжу следующий ряд. Итак, я почти довязала первый ряд. По лицевому ряду в середину петли только полупетлю забирала. Соединительная петля. Петля подъема, разворачиваю вязание и в эту же петлю с изнаночной стороны ввожу крючок и начинаю вязать с изнаночной стороны столбиками без накида против часовой стрелки. Такое вязание дает изделию объем. Смотрится очень хорошо. Я называю их жгутиками. Вот эти 3 жгутика — это когда вязание выполнено по лицевой и по изнаночной стороне. Получаются вот такие жгутики. Смотрится очень красиво. Каждый жгут состоит из 2 рядов — лицевой и изнаночной. Для высоты пинетки нам понадобится 3 жгутика. Это значит 6 рядов. Самостоятельно провяжите 6 рядов, и мы встретимся в конце 6-го ряда. Итак, я провязала 6 рядов столбиками без накида. Ряды были прямые и поворотные. Это означает, с лицевой стороны я вязала и с изнаночной стороны я вязала столбиками без накида. Поэтому у нас получилось вот такое красивое объемное вязание. Теперь я буду продолжать вязать переднюю часть. Я использовала маркеры. Для передней части мне понадобится 30 петель. Я буду вязать столбики с накидом из 2 петель в одну с одной вершины. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 петель. Нам понадобится 30 петель. Разворачивая вязание на лицевую сторону и продолжаю вязать до маркеров столбиками без накида. Снимаю маркер и тоже провязываю, так как это была 31 петля. Вот это будет 32. Столбик без накида. Делаю накид, ввожу крючок. Накид оставляю на крючке 2 петли, ввожу крючок и протягиваю. Я стараюсь максимально затянуть, чтобы петли не были очень рыхлыми. И так мне нужно 15 раз. Я не считаю, потому что я маркером уже отметила 30 петель, из которых я сформирую 15 столбиков с накидом. Стараюсь максимально плотно провязать эти петли, хотя вы знаете, те, которые вяжут, что это не всегда получается. Особенно, когда хлопчатобумажная нить и очень тонкая. У меня должно быть центральные 15 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Снимаю маркер. Маркеры нам больше не нужны, я их убираю. И последующие ряды провязываю столбиками без накида. Разворачивая вязание с изнаночной стороны, ввожу в первую петлю, захватываю петлю и вывожу ее на изнаночную сторону. Закрываю вязание, обрезаю нить. Для того, чтобы сформировать петлю, в эту же петлю ввожу крючок, формирую петлю, но чтобы она у нас не растянулась, я ее закрепляю. Так как у нас вязание еще открыто, я хочу сделать вот этот кант с соединительными петлями. Ввожу крючок в самую первую петлю после самого первого ряда, когда мы начинали вязать белой ниткой, после желтого ряда. И начинаю с соединительными петлями проводить кант. Это несложно, петли не затягивайте. Самостоятельно провяжите весь ряд, и мы повстречаемся после окончания вот этого ряда желтой нитью. Итак, мы связали кант. Посмотрите, как красиво смотрится. Это как будто бы маленькая платформа или такая толстенькая подошва. Мне очень нравится. Теперь мы будем оформлять углубление пинетки передней части. Я уже убавила с передней стороны. Теперь я буду продолжать дальше. Вот отсюда мы начинали, это первая петля. Не вот эту, а вот во вторую петлю. Вот от закругления. Провязываю петлю. Хвостик сразу подтягиваю и ввязываю его. 2 столбика без накида. 1 полустолбик. 1 столбик с накидом. 4 раза буду оформлять столбик с одним накидом с одной вершины из 2 петель. 1 и 2. Так я буду делать 4 раза. Вторая петля. Третья. Сколько я уже сделала? 1, 2, 3, 4. Это была 4-я. Столбик с одним накидом. Полустолбик. 2 столбика без накида. 1 протянутая петля. И во вторую петлю буду вводить, чтобы покатый был у нас мысик. 1, 2, 3, 4, 6 полустолбиков
1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, соединительная петля. Итак, приступаю к задней части пинетки и начинаю с изнаночной стороны, чтобы не испортить рисунок, чтобы у нас синхронно были лицевая и изнаночная петли. Так как мы здесь провязывали лицевой, смотрите, видите, я продолжала вязать по рисунку. Буду отступать в шестую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В шестую петлю ввожу крючок с лицевой стороны. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. И продолжаю вязать с изнаночной стороны. Посмотрите, рисунок не изменился. Закончим вязание вот на этой стороне на шестой петли. 5 петель должно быть свободных. Итак, я провязала до конца, оставила 5 петель, шестую петлю провязала и проверяю, симметрично ли у нас пинетка. Все симметрично. Петля подъема, разворачиваю вязание и буду первые 3 петли вязать столбик без накида, для того, чтобы поднять вот эту часть, чтобы ремешок был на верхней части. 1, 2, 3. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И для того, чтобы пяточка у нас не выскакивала из задней части, буду поднимать петли, делать подъем 2 раза. Это будет первый подъем у меня. Я не считала, сколько у меня будет полустолбиков, 10 или 9, но я знаю, что последние 3 петли должны быть полустолбики и 6 петель столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 полустолбиков. 1, 2, 9, 10. 1, 2, 6. 3 полустолбика. 1, 2, 3. Петля подъема. Продолжаем поднимать петли вот в этой части. 3 полустолбика. 1, 2, 3. В этой части точно так же поднимаем 3 полустолбика, а в самой центральной части пинетки, в пяточной части, мне нужно убавить 1 петлю. Для того, чтобы вывязать мысик для пяточки и убавить, чтобы пяточка не слезала с сандалика. Дальше я буду вязать столбики без накида. И провязываю 1 петлей. Последние 3 петли полустолбики. Вот что у нас получается. Так как у меня одна пинетка уже связана, я связала левую, теперь мне нужно связать правую. Если вы будете вязать левую пинетку, то вы будете дальше набирать 30 воздушных петель. Вот таким образом. И потом будете возвращаться. Но так как у меня пинетка связана левая, надо подготовить заранее нить
для того, чтобы связать 31 столбик с этой стороны. Вот именно с правой стороны. И буду формировать хлястик для пинетки на правую сторону. Я беру кусок нити, ввожу в последнюю петлю и провязываю 31 воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 30, 31. Теперь продолжаю вязать в обратную сторону, захватывая хлястик. Разворачиваю вязание и провязываю без изменения 9 столбиков без накида. 1, 2, 8, 9. В этом ряду я вновь формирую подъем, а значит я буду вязать 10 полустолбиков. 1, 2, 9. Дальше пойдут столбики без накида. Не забудем вязать хвостик. Вот этот он нам не нужен. Я его ввяжу в работу вязания. Каждую петлю провязываю столбик без накида. Если вы вяжете уже для определенного малыша, для определенной малышки и знаете толщину ножки, то вы уже можете сами определять, сколько петель на хлястик вы будете оставлять, из скольких петель вы будете вывязывать хлястик. И так далее. Вот таким образом. Потом мы вернемся в вязание и провяжем еще 2 раза, 2 ряда. Встретимся на окончании последнего ряда. Итак, мы на заключительном этапе. Я связала хлястик. Так как у меня пинетка уже была готова, я ориентировалась по хлястику, который я связала на первой пинетке. Обязательно проверяю, чтобы у меня было одинаковое расстояние по петлям, по размеру петель. Все абсолютно правильно. Итак, у меня остался вот такой маленький клубочек лимонной нити, но это мне достаточно для того, чтобы обвязать пинетку в круговую. Я буду обвязывать ниткой лимонного цвета, добавляя вискозную нить. Я еще оставила длинную нить для того, чтобы пришить вот здесь вот эту штучку, пряжечку. Пока мне эта нить не нужна, я начну где-то с середины обвязывать соединительными петлями в круговую полностью всю пинетку. Вот таким образом. Буду смотреть, чтобы нить, которую я оставила, не ввязать. Вот так. Мы встретимся тогда, когда обвяжем полностью пинетку. Я на заключительной стадии. Мне осталось пришить пряжку, красивую пряжку. Она двухсторонняя, или с этой стороны можно, или с этой стороны. Единственное, что мне надо ее вывести на середину. Я ее пришью. Буду пришивать я ее не очень плотно, чтобы пряжечка была свободная, чтобы она крутилась. Я уже наметила середину носика. Бантик у меня уже готов. И мне осталось пришить бантик. Стелька у меня уже внутри, но так как она еще не приклеена, она будет выскакивать. Поэтому я ее обязательно приклею. Обязательно берите транспарентный прозрачный клей, чтобы он не покрасил ее. Это заключительная стадия — пришить пряжку. Если у вас пряжки нету, то пришить пуговицу и вы сделаете петельки. Если у вас есть клепки, то вы сделаете клепочки, то вы сделаете на кнопках. А мы повстречаемся, когда пинетка будет готова. Я думаю, вы это сделаете сами, а я вам покажу полностью набор готовых пинеток туфелек, которые сделала я. Я изготовила пинетки, туфельки для девочки. Я желаю вам здоровья, желаю легких петелек и хорошей пряжи. До свидания.